Друзья, всем привет! Мы рады приветствовать тоже в нашем эфире Даню Медведева, победителя турнира Большого Шлема, самая высокая первая ракетка мира в истории, обладатель рейтинга, ну, примерно Crimson или Platinum в Call of Duty, или там Grandmaster, что-то такое. Дань, очень рады тебя видеть, привет. Даня, привет. Привет, привет. Мы тебя, во-первых, поздравляем с финалом. Давно ты не доходил у нас до решающих стадий, мы посчитали 15 месяцев. Каково это снова оказаться в финале турнира в Галле? Да, мы знаем, что завершилось все не победой, а победу одержал Саша Бублик, но тем не менее, наверное, должно быть приятно снова добраться до такой стадии. Да, на самом деле в этом и прикол или не прикол тенниса, что турнир действительно был крутой, и я играл, может быть, свой лучший теннис там за долгое время, то есть действительно были классные матчи и по ощущениям на корте, и, естественно, против Саши Зверева был крутой матч. Но когда ты не победитель турнира, все равно как бы это очень редко, что ты доволен, поэтому если отбрасывать финал, то турнир был вообще нереальный, и все очень круто, и давно там я так не играл, давно не доходил до финала, но из-за финала, естественно, послевкусие, скажем так, неприятное, потому что, ну, всегда хочется победить, и были какие-то мелкие шансы, и играл я чуть хуже, считаю, чем предыдущие матчи, но и Саша играл круто, поэтому, ну, и доволен, и недоволен, но перед Уимблдоном, скажем так, это был крутой турнир, хорошая подготовка и много уверенности к Уимблдону. Слушай, ты еще давно говорил, что теннис состоит из огромного количества деталей, и ты раньше, когда там, условно, только начинал, думал, что достаточно просто хорошо бить по мячу, потом оказалось, что это не так. Это ты говорил еще типа там в 19 году. С тех пор вот за 6 лет количество деталей изменилось, оно увеличилось, теннис стал сложнее современный, и как раз вот, может быть, какие-то детали, которые не сработали сейчас. Она, наверное, с возрастом увеличится, потому что начинаешь больше деталей, ну, скажем так, у тебя больше опыта. То есть, если там тебе 21 год, ты только вошел в тур, то, на чем ты играешь, это в основном адреналин вот этот юношеский. Ты хочешь всех там победить, обыграть, все выше тебя стоят. То есть, тебе это там все в новинку. А сейчас, особенно вот если с людьми, ну, с игроками моего возраста говорю, уже все там что-то 27 ракеток, ну это я преувеличиваю, но за сезон 27 ракеток поменяли там на 2 грамма меньше, на 2 грамма больше, кто-то меняет струны, кто-то там меняет, может быть, команду, я не знаю. То есть все уже столько всего попробовали за свою карьеру, что деталей, наверное, действительно становится только больше, и становится намного больше вариантов, куда идти. То есть там бывали турниры, где там ты подходишь очень серьезно к ним, вообще вот прям к каждой детали обращаешь внимание и играешь хорошо. А бывает наоборот, ты такой уже расслабился, уже ничего не получается, думаешь, ну все уже вообще, не буду ни на что обращать внимание, получается. И уже столько было разных ситуаций, что уже немножко не знаешь, как правильно. Ты знаешь, вот мы вчера в эфире обсуждали твое выступление и в Хертогенбоше, и такое ощущение, что за 2 недели ты очень сильно прибавил. Причем, когда мы наблюдали за вот этим первым турниром на траве, ну, казалось, что вопросов много. Как Даня, что с подачей, прям все очень тяжело. А в Гале как будто другой человек. Что за деталь ты подкрутил, что так помчался? Ну, кое-что поменял, но не могу про это сказать, но опять же, то есть вот я про это и говорю, что понятное дело, что после, опять же, выступления в Хертогенбоше я понял, что надо что-то поменять. И я, ну, это поменял, и оно сработало бы, не сработало. Оно так получилось, что сработало в хале. Это не связано с инвентарем, скажу так. Это не то, что я там ракетку поменял или что-то. А с другой стороны, если смотреть как бы в какие-то маленькие детали, то в Хертогенбоше я проиграл одну подачу на траве. И это было в первом гейме с Манарин. То есть первый гейм на траве я его проиграл, больше я подачи не проигрывал. У Опелки, по-моему, у него даже брейкпоинта не было, может быть, один был или два во втором сете. Но при этом я проиграл там на 2 тайбрейках. И то есть это настолько, да, вот все какие-то мелкие детали, больше связаны, особенно на траве, просто с парой важных розыгрышей в данном конкретном матче. Но в хале я себя чувствовал намного лучше и действительно, ну вот прям могу сказать, наверное, что чувствовал себя, как я там мог чувствовать себя раньше в лучшие турниры своей жизни в каком-то смысле. Слушай, раз про раньше ты говоришь, вот я тоже еще одну интересную цитату нашел твою там из 17 года. Ты говорил, что ты перед каждым матчем нервничаешь. Сохранилось ли это? И когда последний раз, может быть, был момент, когда ты хотел бы просто с корта уйти, не дожидаясь окончания?
Не дожидаясь окончания, не дожидаясь окончания, тяжело сказать, но в Хертагенбоше мне было тяжело, я не знаю, почему я не мог совершенно, ну, это даже не то, что прочитать подачу, а обычно даже играя с лучшими подающими в мире, я, в принципе, не так много, скажем, эйсов получаю, то есть я там Да. играл и с Изнером, и с Раоничем, и если сравнивать, наверное, их в среднем количество эйсов, то обычно я как бы лучше принимал. А тут Опелка мне подал 24, а на следующий день я смотрю, он 1-4 проигрывает, и, по-моему, подал 4 эйса. И, ну, в принципе, тяжело было. Еще жарко было. В общем, странно себя чувствовал на корте. Но как бы не бывает такого, на самом деле, что хочется прямо уйти, потому что всегда борюсь до конца. Но насчет нервничаю, я считаю, что осознанно я нервничаю намного меньше, потому что я там все это видел, много чего в теннисе, и как бы перед матчами нет какого-то мандража. Но при этом есть, допустим, ну, такая суть, что мы с тренером это обсуждали по физической подготовке, что на тренировках, неважно в каком виде спорта, он говорит, почти никогда не видно, чтобы кого-то сводило. А на матче, ну, у меня бывает, что меня сводят, то есть ноги, и по идее это нервы. То есть, видимо, неосознанно я все равно нервничаю перед матчами, ну, потому что хочется там победить или что-нибудь такое. Поэтому оно, наверное, будет всегда, да. Да, и мы тебя еще не намного вернем в этот финал. Хотелось бы все-таки разобраться, потому что мы все редакции смотрели окончание матча, и было полностью ощущение, особенно во втором сете на тайбрейке, когда ты вел там 4-1, что все будет окей, мы увидим третью партию. Ты можешь сформулировать, что с тобой вот в концовке и первого сета тоже произошло, да, и непосредственно, что вот меня больше всего интересует на тайбрейке, потому что там и ошибки были, что не позволило тебе перевести все в третий сет. Да, но тут, скажем так, я прям до конца еще с командой не разбирал этот матч, думаю, может, завтра сделаем. Все складывается из кучи, особенно на траве, маленьких деталей. То есть он действительно создает большое давление, Саш, то, как он сейчас играет. То есть у него там подача летит, он двойных делает меньше, чем раньше. Там, получается, 2 брейкпоинта, что у меня были. Он хорошо укоротил, я чуть уставший после вчера, ну, после матча со Зверевым, то есть я это хуже вижу, чем, может быть, другой день. Я бы хоть как попробовал это достать, и неважно, как ты достаешь на траве, человек может ошибиться с этого. А тут я за вторым даже не побежал, то есть я совершенно как-то не ожидал. И получается, на тайбрейке было то же самое. Я там подал хорошую вторую подачу, как первую, он ее принял. Я там ошибся с первого мяча. Потом слева налево мы начали играть, и я решил первый рискнуть, потому что я чувствовал, что если нет, то он рискнет, и я не хотел ему давать этой возможности, ошибся. Поэтому просто считаю, что было много возможностей, где я делал или неправильный выбор, или неправильно ну, играл этот удар, то есть выбор был правильный. И, ну, к сожалению, был такой день, где у него это получалось сделать чуть-чуть лучше. Почему чуть-чуть? Потому что, ну, один брейк в матче, у меня там был тоже и сетбол, и у него были брейкпоинты во втором сете, но он сумел выйти победителем, это и есть игра на траве, она часто из этого и складывается. То есть я примерно в таком же стиле выиграл Зверева в каком-то смысле. Ну, слушай, раз ты говоришь как раз про разницу игру на траве, меняется ли твоя техника от того, как ты играешь на траве? И как бы, ну, для тебя тоже это не секрет, у тебя особая техника, и которую отмечают в том числе твои коллеги, тоже другие игроки, как там Никириос говорил, что тоже его всегда забавляет, когда он видит какие-то фотки с тобой. И ты тоже говорил, что тебе даже самому странным кажется иногда, как ты выглядишь на фотографиях во время матча, хотя ты все равно обыгрываешь всех этих людей. Как техника на траве меняется у тебя или нет, и как ты сам реагируешь на то, когда тебе попадаются фотки с твоей же собственной техникой сейчас? Да, фотки смешные, особенно вот удар, где это было в Мадриде, где я сам не понимаю, как я прыгнул вертикально двумя ногами вверх, это вообще странно. А техника, ну, она меняется немного, потому что все равно у нас уже она у всех сформирована, но на траве там просто есть удары, когда если тебе сильно под заднюю бьет, тебе приходится делать, короче, замах, там, быстрее встречать мяч, то есть осознанно я технику не меняю, но ты просто первый же день, когда играешь на траве, то тебе приходится делать другие, скажем так, движения. Поэтому, кстати, в каком-то смысле, мне кажется, на траве у меня, наверное, самая чистая техника, если сравнивать с хардом и грунтом. Потому что просто, ну, если не чисто играть на траве, то ты вообще по мячу не попадешь. Поэтому на траве, скажем так, лучшая техника у меня получается.
Дань, в завершении мы тебя отпускаем. Все-таки хотелось бы узнать, мы с тобой много разговаривали про вот эту уверенность, которую ты нащупываешь. И вот сейчас, насколько, в продолжении этого, насколько турнир в Галле тебе помог, и перед Уимблдоном, насколько она у тебя загружена, на сколько процентов? Если честно, я бы сказал, наверное, на 90, потому что турнир в Хале был, я говорю, не считая финала идеальным, да и финал был неплохой, Саша играл хорошо, то есть, да, всегда, когда ты проигрываешь, тебе хочется там 5, с какой там был счет, 4-3 на тайбрейке, да, тебе, ну, ты вспоминаешь, думаешь, а может, если бы я подал там не под право, а под лево, я бы выиграл этот сет, а может, третьим получилось бы, ну, уже это ничего не изменить. Вот сегодня один день потренировался на Уимблдоне, чувствую себя классно, играю хорошо, поэтому надеюсь, что смогу на Уимблдоне показывать продолжение игры в Хале. Так, самое последнее, супер короткое. Мы всем этот вопрос задаем. Ты один из немногих, кто выиграл и турнир Большого Шлема в свое время, и был первой ракеткой мира. Если выбирать одно, вот что ценнее? Большой шлем 100%, потому что, ну, во-первых, когда ты выигрываешь большой шлем, то очень часто, ну, это может дать тебе большой толчок, много очков, чтобы стать первой ракеткой мира. И и то ценнее, но большой шлем, я считаю, ценнее, потому что, получается, только Марсело Риос, если я не ошибаюсь, да, был первой ракеткой без большого шлема. И, скажем так, мы много об этом говорим, но мы никогда не говорим о людях, которые брали шлем и не были первой ракеткой мира. Мы не говорим, это тот чувак, который взял шлем, но он не был первой ракеткой мира. Никто так не говорит. Это просто тот чувак, который взял шлем. Всё. Да, и хорошо, Как и что это большинство. тот чувак, который взял шлем. Да, спасибо тебе большое. Спасибо, И спасибо. желаем тебе как можно больше крутых фоток на этом Уимблдоне, чтобы прям все 2 недели. Спасибо большое. Спасибо, Дань.